Всем привет, друзья! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу предложить вам приготовить очень вкусный, а самое главное полезный гречневый хлеб. Я очень люблю этот хлеб и хочу поделиться его рецептом с вами. Для приготовления хлеба нам понадобятся такие ингредиенты. Гречневая мука, у меня вот такая вот, здесь 500 грамм. Сахар, соль, теплая вода, примерно 36 градусов, масло, может быть любое растительное масло, подсолнечное, может быть рисовое, кукурузное, живые дрожжи, семена льна, микс кунжутов, черный и белый кунжут и семена подсолнуха. Кунжут и подсолнух, семечки у меня не обжаренные. Количество всех ингредиентов я укажу в описании. Ну что, можем приступать к приготовлению хлеба. Для этого нам понадобится все ингредиенты смешать в деже миксера. Для этого нам понадобится вот такая вот лопатка для замеса теста. Тесто у нас должно получиться довольно-таки жидким. Мы его не будем формовать. Ну что, начинаем. Я распечатываю свою муку. Мне понадобится вся пачка, поэтому муку просеивать не нужно. Просто всыпаем. Берем наши живые дрожжи и руками растираем, к муке добавляем. Добавляем 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Эта порция хлеба, которую мы с вами готовим, это на 2 хлебушка. Всыпаем наши семена льна, кунжут, семена подсолнуха. Как видите, все очень просто. Масло растительное. И добавляем нашу теплую водичку. Водичка обязательно должна быть теплая, чтобы наши дрожжи начали работать и вообще, чтобы все ингредиенты между собой хорошо соединились. Ставим нашу насадку лопатка и будем сейчас замешивать на небольших оборотах до того момента, пока все ингредиенты не соединятся. Долго нам вымешивать не нужно, буквально в течение минуты-полторы наш хлеб вымешается. Ну что, наш хлебушек замешался. Буквально 1 минутку мы перемешивали. Смотрите, тесто у нас получается довольно-таки жидким. Не пугайтесь, не нужно больше добавлять ни муки, ничего. Оно таким должно быть по консистенции. Поэтому из-за того, что консистенция такая, мы не будем его формовать, не будем его вылаживать на стол, ничего с ним делать. Сейчас мы его просто разложим по формочкам. Ну что, наше тесто готово, и сейчас можно перекладывать его в формочки. Я использую вот такие вот формочки металлические, и вложила пергамент. Смазывать пергаментную бумагу ничем не нужно, хлеб не прилипнет, не переживайте. Поэтому просто берем форму, вкладываем туда пергамент, и сейчас будем раскладывать тесто. Вот у меня от заготовки вот такие вот 2 формочки. Так, ну что, ставим наши форму и наполняем тестом. Я это буду делать на глаз, не через весы. Просто чтобы примерно было одинаково. И лопаточкой себе можно силиконовой помочь в этом вопросе. Сейчас мы в этот хлебушек еще наложим. Из этой порции в одной форме не рекомендую выпекать, потому что не пропечется, все-таки лучше в 2. Или просто ингредиенты можно будет поделить на 2 и испечете себе 1 хлебушек на пробу. Смотрите, так немножечко лопаточкой разравниваем, буквально, чтобы
хорошо тесто разошлось. Ничего страшного, даже если где-то будет немножко больше теста, немножко меньше, абсолютно. И теперь смотрите, что мы будем делать. Нам надо, чтобы хлеб расстоялся в течение 25 минут. Берем пищевую пленку и накрываем наш хлебушек. За это время, пока наш хлеб будет растаиваться, нам необходимо будет разогреть духовку до 180 градусов. Хлеб выпекается долго, 1,5 часа. Можно пленочкой, а можно просто каким-то полотенечком накрыть. Все, оставляем хлеб в покое на 25 минут. Уже когда время будет заканчиваться, ставьте духовку, чтобы она была разогрета, чтобы мы хлеб вставили уже в горячую духовку. Ну что, друзья, спустя 25 минут наш хлебушек расстоялся. Смотрите, какой красивый, поднялся, увеличился в размере. Сейчас мы его будем ставить в духовку. Этот хлеб очень хорошо подходит тем, кто, например, не переносит глютен, кто не использует в своем рационе пшеничную муку. Деткам тоже очень полезно. И вообще этот хлебушек действительно очень вкусный. От души прям делюсь с вами рецептом. Хочу, чтобы вы обязательно тоже его приготовили. Наша духовка нагрелась. И отправляем хлебушек. Выпекаем хлеб на режиме вверх-вниз плюс конвекция 180 градусов. Рекомендую выпекать 1 час в форме хлеб, потом его достать и полчаса выпекать просто на пергаменте без формы, чтобы он хорошо у нас подсушился и хорошо пропекся. Не забываем, час выпекаем в формочке, потом форму снимаем и только на пергаменте еще полчаса допекаем. Ну что, друзья, прошел час, и как вам я говорила, мы сейчас будем доставать хлеб из формы и выпекать только на пергаменте. Открываем стеночку, чтобы он хорошо у нас подрумянился. И ставим еще его выпекаться на полчаса. Закрываем духовку. И пусть он у нас подрумянивается. Ну что, друзья, хлебушек наш испекся. Смотрите, какой красивый у нас получился хлеб. Очень ароматный. Я его достала из духовки, даже уже немножко он остыл на решетке. Вес каждого хлеба 600 грамм. То есть я дам в описании на 2 хлебушка. Если хотите испечь 1, то просто берите половину ингредиентов. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, какой же он внутри. И вот, кстати, после духовки слышно вам, как он хрустящий, хрустящая корочка. Сейчас мы его разрежем, я вам покажу, какой он красивый. Еще горячий, конечно, внутри. Вот, смотрите, какой. Все семена, которые мы добавляли, все здесь. Смотрите, какой хлебушек. Прежде чем кушать, конечно, надо его хорошенько остудить, потому что он еще довольно-таки горячий внутри. Ну что, друзья, вот и подходит к концу наше видео. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были со мной. Я очень надеюсь, что вы приготовите этот хлеб, попробуете и оцените по достоинству. Очень вкусно этот хлебушек кушать с сыром, с помидором, с хумусом. Даже очень вкусно, например, мазать его медом, и тоже очень вкусно. Приготовьте себе, своим деткам, порадуйте себя и своих близких.
А я вам говорю пока-пока. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал в Инстаграме. Мне будет очень приятно. До новых встреч!